Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу очень популярную модель сумки. Вы давно просили именно ее. Это видео будет 2 в 1. Я подробно покажу и расскажу, как связать эту сумочку, как сделать ее в маленьком размере. Она получится всего из одного мотка пряжи. И как сделать стандартный размер сумки. Туда потребуется 1,5 мотка пряжи. Смотрите мой ролик до конца, все подробно рассказываю, показываю, в каждом моменте озвучиваю и делюсь своими расчетами, которые уже сделала, исходя из навязанных образцов. Я приготовила фермуар 22 сантиметра. Также у меня лежит фермуар 16 сантиметров. На этот маленький фермуар озвучиваю количество петель, рядов, для того, чтобы вы смогли поместиться в один моток пряжи. Пряжа у меня «Вяжи еще», потребуется такая или аналогичная нить. Она очень эластичная, более тонкая, легкая в работе. Здесь 280 грамм, 160 метров. Также я приготовила спицы. Мои спицы 8 миллиметров. У меня круговые. Могут подойти и обычные. Также потребуется дополнительная спица или вот такая небольшая хитрая штучка, которая поможет мне перекрещивать косы для моего узора. Здесь у меня ножницы и крючки. Крючок — это как вспомогательный инструмент. Я буду пользоваться крючком 5,5 мм. Все необходимые ссылки, как всегда, остаются в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, переходим к работе. Для начала нужно обвязать фермуар. Здесь на любой точке изгиба подхватываю нить крючком, ныряю через открытый фермуар, вытягиваю рабочую нить и протягиваю в петлю. Далее придерживаю край начала и продолжаю обвязывать фермуар столбик за столбиком. Здесь очень плотно, чтобы фермуар весь скрылся под обвязкой. Сколько петель поместится, по максимуму все их сюда провязываю, потому что сложно все необходимое количество петель провязать, но сколько получится. У меня ширина половины изделия по большому фермуару 57 петель, по маленькому 46. Вот я хочу сказать, что по маленькому фермуару у меня по половине поместилось только 40 петель. Соответственно, по этой половине тоже 40 петель. Можете набрать, как у меня, либо постараться поместить все 46 сюда и 57 сюда. Так, столбик за столбиком продолжаю по всей открытой части, здесь и здесь. С одной и с другой стороны, сколько бы петель у вас не поместилось, их должно быть одинаковое количество. У меня получилось 50 кромочных петель по одной стороне и 50 по другой, соответственно, по большому, и 40 по маленькому. Теперь я оставляю запас нити на шов около 5 оборотов вокруг моих петель и укорачиваю эту нить. Теперь вытягиваю эту нить полностью и делаю соединение, чтобы эта точка была точно такая же, как эта. Готово. Теперь увожу в первую кромочную косу крючок и нить увожу туда. Делаю соединение. Таким образом у меня закольцуется эта обвязка. Возвращаю в исходную точку. Нить сюда. Подхватываю обе петли с изнанки. Здесь выходит крючок и уводит эту нить. Все, полностью у меня здесь круг завершился. Эту деталь сейчас я убираю в сторону. Она была обвязана по большей части для того, чтобы с остальной пряжи я связала основную часть. Это касается той сумочки, где у меня ограниченное количество нити. Здесь я аккуратно нить подхватываю
и убираю в сторону. Перехожу к вязанию основного полотна. Его буду вязать спицами. Я сделала запас нити для набора петель около 2,5 метров. С этой стороны и сюда по большому пальцу нить уходит у меня к клубку. Располагаю нить на ладони так, чтобы она обхватила большой и указательный палец, остальное фиксирую ладонью. Набирать петли буду на одну спицу. Классическим способом завожу спицу треугольник, подхватываю верхнюю рабочую нить снизу вверх, далее снизу вверх возвращаюсь к большому пальцу, к указательному и возвращаюсь снова в петлю большого пальца, первые 2 петли. Далее поочередно снизу вверх от большого, снизу вверх от указательного, возвращаюсь в петлю. От большого, указательный, возвращаюсь. Таким образом набираю петли. У меня уже набрано 5 петель. Так я рассчитываю свой узор. Мой узор состоит из кос, коса 3 на 3. Вот для маленького изделия помещается на одной стороне полотна 4 косы. Коса состоит из 9 петель плюс 2 петли, расстояние между косами 11 петель, шаг узора. Здесь у меня 4, 11 умножаю на 4, 44 петли узор. Плюс 2 петли на кромке, 46 набирается петель для маленькой сумочки. Большая сумочка будет состоять из 5 кос, это 11 умножаю на 5, 55 плюс 2 кромочных, значит для большой сумочки я набираю 57 петель. 5 у меня набрано, продолжаю поочередно до необходимого количества. Готово. Переворачиваю вязание так, чтобы спица с рабочей нитью у меня оказалась в левой руке. Первую петлю всегда буду снимать. Это у меня изнаночная сторона из-за такого бортика, который образовался во время набора. Вот это лицевая сторона. Сейчас у меня будет изнаночный ряд, он первый. Первую петлю снимаю. Далее провязываю лицевую за переднюю стенку. Готово. Следующие 9 петель это петли косы. Далее 2 петли расстояние между косами. Далее узор повторяется 9, 2, 9, 2. Вот они первые 9, они по лицу будут лицевыми, по изнанке изнаночными. Эти 2 наоборот. Вот сейчас 9 петель я провязываю изнаночными за переднюю стенку. 3, 3 и 3. Это первая из 5 кос. Готово. Проверяю. 2 отмахиваю. 3, 3, 3. Вот она первая косичка. Далее расстояние между косами провязываю лицевыми за переднюю стенку. Готово. Вот это, не считая кромочных 2 петель, мне нужно повторить еще 4 раза. 9, 2, 9, 2, 9, 2. 9 изнаночных, 2 лицевых. До конца ряда не довязывается 2 петли. У меня осталось 2 петли. Предпоследнюю я провязываю лицевой, а последнюю всегда изнаночной. Из ряда в ряд кромочная коса провязывается изнаночной. Переворачиваю вязание, снова спица с рабочей нитью в левой руке. Вот это лицо моего изделия. Здесь основная масса петель лицевые, расстояние между косами изнаночные. Теперь я первую петлю всегда снимаю. Далее изнаночная по рисунку она перевернулась таким образом, что ее удобно провязать за переднюю стенку изнаночной. Все лицевые из ряда в ряд провязываются лицевыми за заднюю стенку. Так петли не перекрещиваются и не переворачиваются, ложатся в полотно очень аккуратно. Сейчас я провязываю 9 лицевых.
это коса в будущем. 3 жгута по 3 петли. Готово. И вот они, 2 изнаночных. Это расстояние между моими косами. Снова 9 лицевых, и все повторяется. Получается 5 раз. 9 лицевых, 2 изнаночных, 9 лицевых, 2 изнаночных. Вяжу снова, пока на спице не останется 2 кромочных петли. Здесь все очень просто. С этого момента все петли будут провязываться по рисунку. Вот они, 2 последние. Предпоследняя изнаночная по рисунку, как она есть, и последняя кромочная тоже изнаночная. Все петли всегда вяжу по рисунку. Никаких перемен в этом плане больше не будет. Сейчас я переворачиваю вязание. У меня ряд по изнанке, соответственно, у меня будут здесь чередоваться 9 изнаночных, 2 лицевых, 9 изнаночных, 2 лицевых. Я вяжу с этой точки еще один ряд, и следующий лицевой ряд я уже буду вывязывать узор, перекрещивая мои петли. Тут по узору лицевая, провязываю лицевой, и все последующие также провязываю по узору. Изнаночные получаются за переднюю стенку, а лицевые по изнаночному ряду получаются за заднюю стенку. Вот лицевая, ее провязываю за заднюю стенку, 1, 2. И так до конца ряда. На данном этапе у меня провязано 3 ряда. Каждый 4-й ряд будут меняться местами петли косы. Вот они, 9 петель, 3 и 3. Сейчас я буду менять местами первые 6, следующие через 3 ряда в 8 ряду буду менять вторые 6, то есть поочередно, справа, слева, справа, слева. Здесь я добавлю вам схемку перекрещения петель. Итак, снимаю первую петлю, вторая вяжется по узору изнаночной, и вот они, 9 петель косы. Сразу 3 петли снимаю на дополнительную спицу. Они остаются за работой. Провязываю следующие 3 петли по узору лицевыми. Готово. Теперь мне 3 петли, оставленные за работой, нужно вернуть на спицы. Натягиваю рабочие петли, и эти петли также провязываю лицевыми. Я просто поменяла местами, работала с первыми 6 петлями своего узора. Готово, они поменялись. Далее просто довязываю 3 петли косы. Они будут работать в следующем перекрещении, то есть еще через 3 ряда, то есть в 8 ряду. Здесь то же самое. Сначала расстояние между косами всегда изнаночное, это всегда по узору, их никогда не задействую в обмене. Вот они, следующие 9 петель, снова то же самое. Первые 3 петли снимаю, оставляю их за работой. Вторые 3 петли провязываю и возвращаю в работу оставленные 3 петли. Натягиваю и провязываю лицевыми за заднюю стенку. Все по узору. Петли просто меняются местами. Вторая коса готова. Напоминаю, таких кос у меня 5. Если вяжете маленькую сумочку, у вас 4 косы. То есть у вас одного фрагмента узора просто нет. Продолжаю до конца ряда. 4-й ряд провязан. Еще раз повторюсь, я буду провязывать перекрещенные петли каждый 4-й ряд. Вот сейчас я просто вяжу еще 3 ряда по узору. Изнаночный, лицевой, изнаночный. Все петли по узору, как есть, так и провязываю. Лицевыми лицевые и изнаночными изнаночные.
У меня провязано 7 рядов, сейчас 8 ряд, и в нем мне нужно перекрестить снова фрагменты моей косы. Что интересно, в первом случае я перекрещивала первые, вторые 3 петли, сейчас я буду работать со вторыми, третьими 3 петлями. Готово. Итак, первую петлю снимаем, вторая по узору, изнаночная. Теперь коса, 3 петли провязываю. Эти петли я сейчас не трогаю, у меня будут чередоваться. Снимаю 3 петли на дополнительную спицу. И в этом случае, когда я делаю перекрест слева, у меня петли остаются перед работой. Здесь за работой, здесь перед работой. Провязываю 3 петли и возвращаю снятые петли тоже обратно в вязание. Первая, вторая, третья. Готово. Вот так вот кучно, пока еще непонятно, но уже основа узора заложена. Далее расстояние между косами 2 изнаночных. Снова 3 петли следующего фрагмента провязываю. Они здесь не работают. Следующие 3 петли снимаю перед работой. Провязываю последние 3 петли и только тогда возвращаю центральные петли на спицу. Первая, вторая, третья. Готово. Так вяжу до конца ряда. Закончился 8 ряд, и дальше все будет только повторяться. Вот в следующий раз я буду перекрещивать первую, вторую секцию косы в 12 ряду, потом в 16 вторую, третью секцию косы, и так чередуя стороны перекрещивания, я в каждом 4 ряду продолжаю вязать свой узор. Вот сейчас навязываю необходимый размер изделия. Если вы вяжете маленькую сумочку и у вас всего 1 моток пряжи, вы сами поймете, когда вам прекратить вязать. У вас просто начнет заканчиваться пряжа. Вот смотрите, здесь я считаю только секции. То есть вот это и вот это одна секция. Тут я первую, вторую перекрестила, здесь вторую, третью. Вот считаю секции: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот маленькой сумочки у меня хватило на 7 секций в высоту. У вас, в зависимости от вашей плотности вязания, может хватить на больше или на меньше. Ну вот у меня здесь ширина полотна 4 косы, и 7 секций вот таких я провязала. Здесь у меня будет секций побольше, потому что изделие в целом побольше, и оно будет поглубже. Продолжаю навязывать глубину, слежу за узором. Можно пользоваться маркерами, но там и так понятно, мимо не провяжете. Каждый раз между перекрещиванием провязывается 3 ряда. Изнаночный, лицевой, изнаночный. Вы снова оказываетесь в лицевом ряду, и здесь вам по узору будет видно, что пора уже поменять петли местами. Продолжаю ряд за рядом. У меня провязано 8 секций: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в этом ряду последний раз я перекрещивала, получается, левые стороны моей косы. Теперь мне надо выровняться с этим краем. В принципе, для глубины изделия уже достаточно. Есть желание, пожалуйста, провяжите еще одну секцию. Сумочка просто будет поглубже и будет точно так же здорово смотреться. Здесь обалденная фактура, тактильно очень приятная пряжа. Я сейчас вяжу 3 ряда просто по узору, чтобы выровнять количество петель. Вот у меня здесь от начала также было 3 ряда просто по узору до первого перекрещивания петель. Так что здесь я сейчас точно так же провязываю 3 последних ряда. Получается следующий ряд 4 в этой секции, и здесь бы я сейчас перекрещивала первые и вторые 3 петли. Но мое полотно уже заканчивается, поэтому закрываю петли.
первая петля снимается, далее провязываю ряд по узору. Изнаночная, когда у меня оказывается 2 петли на правой спице, я первую набрасываю на вторую. Снова по узору лицевая, 2 петли, первую набрасываю на вторую и так далее. Петли по рисунку, первая, вторая набрасывается на правой спице. Вот таким образом закрываю край, и у меня здесь образуются звенья кромочной косы для того, чтобы я уже потом пришивала в дальнейшем к фермуару свое полотно. Основная деталь получается в глубину 36 сантиметров, в спокойном состоянии в ширину 34 сантиметра, почти квадрат. Теперь я складываю лицо к лицу, не прерывая нити, с помощью этой петли вставляю сюда крючок и сшиваю до самого угла. Угол буду сшивать не как весь основной шов. Здесь можно выбрать любой удобный способ. Вот эти, кстати, нити можно объединить, потом спрятать в полотно. Это край начала. Фиксирую, подтягиваю. Теперь поэтапно с одной стороны ввожу крючок, в такую же точку с другой стороны ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Здесь я хочу сказать, что пряжа у меня была в обрез. Шов здесь я прокладывала иглой. Туда-обратно. Так я сэкономила немножко пряжи. И пряжи у меня совсем не осталось. Тут тютелька в тютельку, один моток ниток. Продолжаю. Соответствующие точки нахожу здесь, подхватываю кромку двойную и с этой стороны двойную кромку. Этот край ввязывается в полотно. Здесь нужно подхватить уголок, для того, чтобы не было острия с лицевой стороны. Вот здесь он у меня немножко вправлен, но его одновременно можно и подшить. Следующим образом, здесь перехожу на соединительные. Вот так, соединительная. И вот он, этот угол, я подхватываю гораздо больше, чем остальной край. Вот он, этот уголок. С этой стороны я закрепила. Укорачиваю нить, вытягиваю ее полностью, хорошо фиксирую, и здесь прям можно создать узелок в отдалении, вот так. Еще раз потянуть, для надежности можно подшить, но здесь достаточно толстый шов, я просто прячу эту нить в шов. Все нити я укоротила и спрятала, выворачиваю деталь, уже очень красиво и фактурно. Обратите ваше внимание, если поэкспериментировать с цветом, будет просто заглядение. Теперь мне нужно вшить эту деталь в фермуар. У меня он уже обшит, здесь, напоминаю, запас нити, с помощью которого я и хочу соединить эти две детали. Напоминаю, количество петель у меня разное. Здесь 2 петли сшились, здесь точно так же, было 57, осталось 55 с одной стороны, 55 с другой. По фермуару у меня 50 точек с одной стороны, 50 с другой, то есть 6 точек. Здесь я намечу на фермуаре, мне нужно будет скорректировать в равноудаленных местах. Здесь вставлю, соответственно, здесь. По фермуару я буду вставлять в каждую точку, а вот по полотну 6 раз мне нужно будет пропустить, чтобы детали идеально совпали. Ну и по прямой тоже вот так 2 раза. Здесь примерно не просчитываю, вот визуально, чтобы они все были на одинаковом расстоянии и отцентрованы. Прикладываю к шву свой сгиб фермуара. Здесь я буду работать крючком. Вставляю в первую точку крючок,
Здесь нахожу соответствующую точку, шов не трогаю, шов совпадет с изгибом. Здесь за обе дужки кромочной косы соответствующая точка, подхватываю туго рабочую нить и вытягиваю петлю. Здесь будут соединительные. Далее снова сюда, здесь за кромочную петлю вытягиваю соединительное потуже, чтобы крепко все держалось. Вот я наметила с этой стороны, а пошла шить в другую сторону. Переношу свои маркеры. Потом, соответственно, они мне пригодятся и с другой стороны. Здесь у меня петля в петлю. Не пропускаю ни одной кромочной точки, ни по фермуару, ни по вязаному полотну. А как только дошла до маркера, здесь нужно внимательно. Я не пропускаю ни одной точки именно по фермуару, потому что по нему у меня меньше петель. Вот вставляю сюда, а по полотну в этой маркированной точке я пропускаю. Вот, должна бы вставить сюда, но прохожу дальше. Хорошенько подтягиваю, деталь хорошо садится, абсолютно не видно, что здесь пропущена петля. Далее продолжаю в том же духе. Потом переношу маркеры и перехожу на эту сторону. Одна половина вшита, здесь у меня точно шов совпадает с изгибом. Я пропускаю эту точку, не буду ее подшивать, именно где проходит шов. Сюда провязываю только по фермуару. Далее продолжаю. Напоминаю, здесь мне тоже нужно скорректировать 6 точек. Но здесь нет кромочной косы, край немножко другой. Намечаю маркерами 6 точек. По фермуару вхожу за обе кромки, а тут подхватываю расстояние между петлями. Вот так. Также 2 ниточки тут подхватывается. Кромочной косы нету, но я в соответствующей точке крючок увожу. Они идут последовательно, одна за одной. И точно так же в маркированной точке я буду пропускать. Здесь вхожу, а здесь пропускаю. Все должно совпасть. Вяжу до этой точки. Здесь сейчас последняя точка. Провязываю соединительную, вытягиваю нить полностью. Вот она, первая петля шва, которым я пришивала. Увожу нить туда и возвращаю в исходную точку здесь на изнанку. Я воспользуюсь более тонким крючком для удобства. Эту нить точно так же прячу внутри, можно подшить. Сумка получилась просто обалденная, мягкая и уютная. При этом изделие совершенно не тяжелое. На мою сумочку ушло ровно 1,5 мотка пряжи. Итоговые размеры: 34 сантиметра ширина, около 20 сантиметров эффективная глубина. Вместительная и очень функциональная. Можно добавить подкладу с карманом. У этой пряжи огромная палитра цветов, все цвета яркие и насыщенные. У меня еще малышка с одного мотка пряжи в ярко-зеленом. Здесь я заправила внутрь обвязку фермуара. Обвязаны они одинаково, но можно выправить так, чтобы заворачивалась пряжа внутрь, как здесь, а можно оставить так, как здесь, на ваше усмотрение. Напоминаю, все необходимые ссылки под этим видео. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!